Здравствуйте. Сегодня тема Бахмут. Это тот город, который знает уже весь мир, хотя до войны в Украине, я думаю, его за пределами Украины не знал никто, а многие и украинцы не знали, наверное, о таком городе. И, к сожалению, как часто у нас бывает, популярность приходит по плохому поводу. И вот сейчас я хочу детально об этом остановиться и показать вам материал военного, который дал оценку изнутри. Это вам не замминистра обороны всякие, не пиарщики, не журналисты, не офис президента. Всегда нужно слушать тех, кто находился внутри и кто не заангажирован. Но сначала посмотрите, какой материал, какое видео выставили New York Times. Посмотрите, во что превратили этот город. Вот так выглядит русский мир. Вот так выглядит русский мир. И, к сожалению, многие на Донбассе его ждали. Вот вы дождались. Кто ждал, наслаждайтесь теперь. А я слышал, что многие теперь благополучно уехали в Киев, устроились там. То есть звали, не получилось и уехали в Киев. Я считаю, таких нужно находить, и дальше вы понимаете, что с ними делать. Ну, это нужно по закону за такое отвечать. А теперь тот самый материал, послушайте этого военного. Этот материал принадлежит «Украинской правде». Военного зовут Владимир Фокин, позывной Фока. И вслушайтесь, пожалуйста, в каждую деталь. Я командир, я віддаю наказ своїм хлопцям йти кудись або не йти. І це моя відповідальність, і я її буду нести до кінця свого життя, тому що в мене в роті є 8 200-х. І це моя відповідальність. То навіщо мені виконувати поставлені завдання, якщо все одно прийде якийсь полковник і все здасть. Ось так. Підбиваючи підсумок по Бахмуту, битва за Бахмут для вас про що? Битва за Бахмут? Угу. Що саме за битва це особисто для мене? Так, яке значення взагалі цей період у війні для вас має? Я би повірив, що це реально фортеця Бахмут, що є якісь реально плани, якщо б цю фортецю будували. Будували позиції для захисту, робили проломи в будівлях. В це б я повірив. Я би навіть повірив в необхідність тримати Бахмут, який, якщо ви подивитесь, в низині знаходиться. Тобто, якщо 8 місяців за Бахмутом би будувались на висотках якісь укріпрайони. Будувались позиції. Так. За 8 місяців то можна було все залізобетоном залити там 4 рази. За 8 місяців то можна було б, я не знаю, що побудувати. Там 3 китайські стіни. Ну, при бажанні, якщо б воно було. І коли мені там полковники і генерали розповідають, та ти не бачив, ми там будуємо позиції. Ну, послухайте, траншея, яка викопана екскаватором, це не позиція. Це просто траншея, яку викопав екскаватор. Її треба дообладнати, зробити вогневі позиції, зробити там бліндажі, там, доти, дзоти. Я ж кажу, було 8 місяців боїв за Бахмут. За Бахмутом можна було побудувати будь-що, от просто будь-що. З цього всього не зробили нічого. Як я кажу особисто, ну це такий дуже чорний гумор, прошу вибачення, але коли я дивлюсь на Бахмут, і там Бахмут тримається, наприклад, там
місяць назад або 2, Бахмут тримається. Тобто Бахмут тримається до тих пір, допоки українців відправляють туди його тримати. Допоки українці там гинуть. Причому одна справа гинути, скажімо так, реально за якусь необхідність тримати цей Бахмут, або за необхідність, як у нас хлопці, там, штурмувати позиції, повертати нашу землю під наш контроль. Загинути за це одне. Гинути в непідготовленому місці, загинути можна по-різному і за різні речі. І під час виконання різних наказів і різних завдань. За щось загинути, скажімо так, знаєте, не соромно. А за щось ти дивишся і не розумієш, за що і навіщо. Из прослушанного, какой я для себя сделал вывод? Я еще раз укрепился в правильности всего того, что я вам говорил. Другой вопрос, что я сейчас тщательно фильтрую, хотя мне тяжело, для того, чтобы не высыпали себе русская пропаганда, не исковерковали, не выдернули из контекста, чтобы многие там неадекватные меня правильно поняли, потому что моя аудитория, знаю, поймет меня, вы меня знаете и все мои взгляды. Но я раньше говорил, что из Бахмута нужно было выходить. Я не говорил это как военный эксперт, я ничего не понимаю в военном деле. Я говорил с политической точки зрения. Людей терять нельзя. А Бахмут это теперь кладбище просто-напросто. И для тех, те меня не интересуют, для наших людей, для наших военных. Зеленский считает стратегическое значение, я в этом не уверен. Политически я уверен, что это проигрышно. Нельзя терять людей. Но знаете, что в этом самое страшное? Парень все рассказал, никто ни к чему не готовится, никто выводов не делает. Ну, блин, все как во времена Сталина, вы понимаете. Я говорю, ладно, тем не жалко людей, это их проблема. Но мы-то вроде как другие. Ну нельзя же так бездарно, что все это происходило. Ну людей жалко, жалко людей. Этих военных, если уже на то пошло, они могли проявить себя в другом месте и выжить, главное, многие. Мне не дает покоя вот эта история, когда был Донецкий аэропорт, заведомо понятно, что это проигрыш. Из людей сделали героев, киборгов. А зачем? Лучше бы эти люди остались живы. Многие погибли. Кто-то остался покалеченный в том или ином смысле. Потом с Азовсталью та же история. Теперь и Бахмут. Но зачем это делать? Я, честно, я этого не понимаю. Напишите свое мнение в комментариях. Самое страшное, что потом власть присвоит, когда мы победим с помощью Америки, потом власть присвоит все победы себе. Никого из этих пацанов не вспомнят. Ну там для пиара пару раз выйдут, как это было во времена и АТО и всего остального. Некоторых в политику затащат. А так большинство, особенно которые погибли, ну погибли и погибли. Кстати, тут один важный момент, и тут есть доля даже аферизма, о котором почти никто не говорит. Вы же знаете, что государством обещана компенсация семьям погибшего солдата ЗСУ 15 миллионов гривен. На сегодняшний день это 400 тысяч долларов. Путем несложной математики вы можете посчитать, что даже если по минимуму прикидывать количество погибших ребят, у государства нет таких денег. А значит, такая компенсация является разводкой сама по себе. Просто для агитации. Иди на фронт, иди на фронт. В крайнем случае твоя семья получит компенсацию. А уже я просто, видео такого нету, его никто не рискнет выставлять. Я точно знаю, что под Кабмин вроде как приходили матери погибших ребят и жаловались, и требовали деньги, потому что ничего не получили. Ничего не получили. И за разные эти моменты, вы все видели эти тиктоки массовые, там подвох, невозможно ничего выбить, невозможно ничего получить. Ну как так? Скажите, пожалуйста, как так? Ну мы же этим и отличаемся от России. Ну как же так может происходить? Ну я уверен, я точно знаю, вернее, что меня смотрят родственники, да и сами пацаны из ЗСУ, и родственники. Напишите в комментариях, если у вас есть своя история, или вы достоверно, только не надо вот там просто где-то услышал достоверную информацию, может от знакомых, друзей. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если у вас серьезная история, почта моя везде есть, напишите, я потом опубликую. Ну так не может быть. Ну невозможно, чтобы государство так к украинцам, к героическому народу в такие моменты относилось. И на поле боя то же самое. Но есть же там здравомыслящие люди в руководстве. Ну цените наших людей. Цените наших людей. Непонятно, сколько еще всего впереди предстоит пережить. Да, Путин обделался. Вот я в конце видео вставлю, дождитесь, досмотрите до конца, я вставлю свежак от Пригожина. Он все признает. Кстати, он как бы редкий подонок, но не глупый чудак. Он все прекрасно понимает. Все прекрасно понимает. И я думаю, я вернее уверен, что он такой не один там в Кремле или около плавающих. Там все плохо закончится. Вопрос только когда.
Оно нам надо ждать 10 или 20 лет. Надо думать о своей стране сейчас. И к своим людям я хочу 100-й раз повторить. Ну, нельзя так просто-напросто относиться. Американцы говорили, выходите из Бахмута. Выходите, отойдите, там окопайтесь. Я говорю, я не могу так профессионально вам рассказать, потому что я не есть военный человек. Но логически и политически я понимал, что этого делать не нужно. Но я когда увидел то, что сказал этот парень, Фока этот, я, вот просто там не находясь, я все понимал, как это работает, все, как это происходит. Но я же разговаривал, еще я вам рассказывал, без фамилий. И с людьми из-под Бахмута, которые там обучают и так далее. Не буду сейчас много рассказывать. Я понимаю, что происходит на поле боя и какое отношение. Я вообще, как говорится, мораль всей басни, но это далеко не басни, такова. Я не могу понять, до меня не доходит, как вот сейчас украинец может обманывать украинца за границей или пытаться обмануть. Как командир может так относиться к своим подчиненным в рядах ЗСУ. Ну как ты можешь там взять деньги, того закинуть на передовую без подготовки, там сказать не убирайте с поля боя, чтобы компенсацию запилить, распилить. Там еще что-то требовать. Ну как это просто возможно? Там без амуниции бросить, там за свои деньги иди покупай. Ну, во главе угла нашей философии, ну пусть это будет новая философия жизни, потому что у нас так никогда не жили. Должно быть отношение друг к другу. Посмотрите на другие комьюнити. Я сейчас здесь вот в Майами наблюдаю. Понятно, что есть в семье не без урода, есть всякие. Но есть правила, есть исключения. У нас правила это кинуть друг друга. А исключение это помочь друг другу. У латиносов без проблем. Они из Кубы переезжают во Флориду, они здесь как дома, но только в капиталистической стране, в стране возможностей. Прекрасно взаимодействуют, сразу интегрируются. Там тебе бухгалтер испаноязычный, тут вот я тебе помогу, здесь у тебя вот контрагент будет тоже испаноговорящий. Все, про еврейскую диаспору я даже рассказывать не буду, потому что многие сейчас по-своему воспримут, разные намеки там не будут писать. Ну так нельзя. И то же самое мы видим. Ну вы представляете такие моменты в израильской армии, например? Ну я не представляю этого. Ну нельзя так относиться друг к другу. И я вам хочу сказать больше. Вот то, что я сказал ранее, что они потом все победы присвоят себе, это вина, конкретная вина власти. И мы с вами не дадим потом присвоить то, что люди своей кровью, смертью сделали для страны, присвоить это им себе. Они не подготовились сами и не подготовили нас. Вернее, сами это имею в виду страну и людей. Себя они прекрасно подготовили. И я хочу подчеркнуть. Ви ж видели это видео Колі Тищенко? Посмотрите. Вітаю Україну! Вітаю українці! Тут на нашу приймальну прилетіло звернення від небайдужих громадян Білгородської Народної Республіки з проханням захисту довкілля від орків. Ну що, якщо президент скаже Білгород, так Білгород. Очолимо. Слава ЗСУ! Великий, блядь, герой, великий, блядь, воин. Именно такие Коли Тищенко являются лакмусовой бумажкой в этой ситуации. Сейчас не время для этой клоунады. Сейчас не время. Сейчас не шоу в Верховной Раде. Им все равно. Они все, их семьи после войны выйдут живыми, здоровыми и во много крат богаче. Все люди, которые не при власти и не околоплавающие, выйдут беднее. И те, кто не зарабатывал на войне, выйдут беднее. Очень часто с потерями в своей семье. И очень-очень часто с потерей или порчей имущества. Вот и прочувствуйте разницу. Вот и прочувствуйте разницу. И то, как под руки хватают, на войну забирают, это тоже не делает чести. Я говорил в прошлом видео, ЗСУ это последняя нескомпрометированная организация в Украине, структура. Но отдельные личности всячески пытаются и там скомпрометировать. Понятно, что это средство общества, и там есть разные люди. Но я еще раз говорю, ну так нельзя. А теперь посмотрите Пригожина, напишите свой комментарий, кто первый раз на канале. Лайк, колокольчик, подписка, это все очень важно. Спасибо, пока. Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Подошли к Киеву. Потом, русским языком называю, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли. После этого, или там до этого уже, времена путаются. Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас все вот не складывается. Таким образом, денацификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. И это как, я не знаю,
как греки во времена процветания Греции, как римляне были во времена... Легитимизировали. Абсолютно верно. Украину. Они легитимизировали Украину. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это что касается денацификации. Теперь, что касается демилитаризации. Больной вопрос. Больной, да. Жители Белгородской области не дадут соврать. Больной вопрос демилитаризации Украины. Да. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот мы ее хрен знает как милитаризировали. Но я думаю, что украинцы сегодня это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских, на чем угодно. Одинаково успешны. И они абсолютно философски относятся к тому, какие потери они несут. У них все идет ради достижения верховной цели, как у нас в Великую Отечественную войну, но более технологично и более четко. Поэтому вот то, что сегодня мы получили с демилитаризацией украинской армии.